Биография Армена Джигарханяна. Блистательный Армен Джигарханян – один из самых талантливых актеров советского театра и кино, воплотивший в жизнь целую плеяду замечательных образов. Основатель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, педагог сценического мастерства, народный артист СССР. Детство. Армен Борисович Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. Армену не исполнилось и года, когда отец покинул семью, и мальчик остался с матерью, Еленой Васильевной, работавшей в Совете министров Армянской ССР. Позднее воспитанием ребенка занялся отчим, с которым у мальчика сложились самые теплые отношения. С родным отцом актер познакомился уже будучи взрослым. Армен рос в русскоязычной среде, учился в русской школе и с одинаковым интересом впитывал армянскую и русскую культуру. Детства как такового Джигарханян не помнил. Хоть Ереван был далеко от линии фронта, жилось ему и его сверстникам нелегко. Совсем дети, они были вынуждены выполнять тяжелую работу по дому, рубить дрова, было голодно и страшно. Поэтому само слово «детство» для него всегда было лишено налета романтики и ностальгии. Начало творческого пути. Желание стать артистом появилось у Армена в раннем детстве. Елена Васильевна была страстной театралкой и привила любовь к сценическому искусству сыну. В 1953 году, после окончания школы, юноша отправился в Москву и попытался поступить в ГИТИС, но потерпел неудачу из-за своего акцента и вернулся в Ереван, где устроился помощником оператора на киностудию «Арминфильм», а годом позже стал студентом Ереванского художественно-театрального института. В 1955 году Джигарханян был принят в труппу Русского драматического театра им. КАС Станиславского в Ереване. Первыми ступенями в творчестве подающего надежды молодого актера стали спектакли «Ричард III», «Иркутская история», «Иван Рыбаков». До 1967 года Армен принял участие в 27 постановках театра в Ереване, затем вновь приехал в Москву, на этот раз по приглашению Анатолия Эфроса. Режиссер принял актера в коллектив театра им. Ленинского комсомола, и в скором времени Джигарханян получил роли в спектаклях «Снимается кино», «Мольер», «104 страницы про любовь» и еще 3 постановках. Однако через несколько месяцев после приезда Джигарханяна в столицу Эфрос был снят с должности, а Джигарханян, проработав некоторое время под руководством другого худрука, решил покинуть труппу. Следующей вехой театральной карьеры Джигарханяна стала работа в театре им. Маяковского, на сцену которого он выходил в течение следующих 27 лет. Первый опыт на новом месте, спектакль «Разгром», впервые продемонстрированный публике в 1969 году, дал Армену возможность поработать с одесским актером Владимиром Самойловым. Через 2 года зрители смогли насладиться актерским тандемом Джигарханяна и Светланы Немоляевой в пьесе «Трамвай желания», поставленной под руководством А. Гончарова. 10 лет спустя этот же режиссер познакомил зрителей с другой пьесой Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше». Актерский состав был подобран блестяще. Кроме Джигарханяна, в постановке участвовали Татьяна Доронина и Эммануил Виторган. После ухода из театра Маяковского Армен Джигарханян ненадолго вернулся в Ленком, а также продолжал огранивать свой талант в антрепризных спектаклях. С 1991 по 1996 Армен Борисович совмещал актерскую работу с преподавательской деятельностью во ВГИКе. Выпускниками курса Джигарханяна были многие добившиеся впоследствии известности актеры, например, Евгений Стычкин, закончивший ВГИК в 1994 году. У Джигарханяна учился и Михаил Пореченков, так и не прошедший полный курс обучения. 12 марта 1996 года прошло торжественное открытие Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, кратко «Театр Д». Первый коллектив театра состоял из выпускников ВГИКовского курса Джигарханяна. Разумеется, мэтр нередко появлялся на сцене вместе с бывшими подопечными. По словам Армена, самыми интересными работами этого периода оказались роли в спектаклях «Последняя лента Крэпа» и «Возвращение домой». Кинокарьера. Работа на подмостках ведущих театров Москвы успешно сочеталась с кинематографом и позднее с телевидением. В 1960 году состоялся кинодебют Джигарханяна. Он исполнил роль молодого рабочего окопа в фильме «Обвал». Впоследствии им была создана целая галерея замечательных, невероятно обаятельных и незабываемых образов. Это и молодой физик из киноленты «Здравствуй, это я».
где Армен появился в кадре вместе с Роланом Быковым. Штабс-капитан Овечкин в знаменитой трилогии Эдмонда Киосаяна о приключениях неуловимых мстителей. Главарь преступной банды в фильме «Место встречи» изменить нельзя Станислава Говорухина. В нетленной криминальной ленте Джигарханян выступил в образе антагониста главного героя, оперативника Глеба Жеглова, которого сыграл Владимир Высоцкий. В 1975 году в прокат вышла комедия «Здравствуйте, я ваша тетя». Миллионы зрителей стали свидетелями приключений охотников за наследством тетушки Розы. Комичная лента пестрела забавными деталями. Например, усы судьи Крикса были приклеены вверх ногами, а костюм Александра Калягина получил отделку из бахромы от занавесок. Теплые отзывы получила роль Тристана в «Собаке на сене». Хитроумный лакей с фирменным джигарханяновским обаянием запомнился зрителям едва ли не сильнее главного героя в исполнении Михаила Боярского. Кстати, последний озвучил знаменитые куплеты Тристана вместо самого Джигарханяна. В 1995 году Джигарханяна пригласили на съемки 4-го фильма Владимира Меньшова, комедии «Ширли Мырли». Режиссеру удалось собрать исключительный актерский состав. Валерий Гаркалин, который исполнил роли 3 братьев-близнецов, и чернокожего Стюарта Патрика Кроликоу, несравненная Любовь Полищук, выступившая в образе жены американского посла Игорь Угольников. Он же капитан милиции Жан-Поль Пискунов. Продолжать можно бесконечно, ведь неспроста этот фильм стал признанным шедевром постсоветского кинематографа. Голосом Армена Джигарханяна говорят герои десятков любимых мультфильмов. Джон Сильвер из «Острова сокровищ», дядюшка Мокус, знакомый всем по похождениям поросенка Фунтика. Волк из мультфильма «Жил-был пес» с его бессмертным «Щас спою». И даже герой американского сериала «Черепашки-ниндзя». За плечами Армена Борисовича более 200 ролей. Цифра, без сомнения, феноменальная. Признанный острослов Валентин Гафт даже написал на этот счет меткую эпиграмму: «На свете меньше есть армян, чем фильмов, где играл Джигарханян». Колоритная внешность актера не стала препятствием для создания совершенно разноплановых образов. Невероятный дар перевоплощения позволил Джигарханяну играть людей разных национальностей и религиозных конфессий, моментально спеваться с другими актерами. Личная жизнь Армена Джигарханяна. Как и у многих гениальных деятелей, судьба Армена Джигарханяна складывалась не всегда благополучно. Первый брак с актрисой Ереванского русского драматического театра Аллой Ивановской закончился трагедией. После рождения дочери Елены, названной в честь матери Армена, оказалось, что жена актера страдает от неизлечимого психического заболевания. Актер, не выдержав страшных приступов, во время которых молодая женщина в припадке ревности набрасывалась на мужа с кулаками, был вынужден подать на развод и забрать дочь. В 1987-м актера постиг еще один удар судьбы. 23-летняя дочь Елена погибла, уснув в автомобиле с включенным двигателем. Второй брак Армен Борисович заключил с актрисой Татьяной Власовой, с которой встретился вскоре после расставания с первой женой. По признанию Джигарханяна, свадьба состоялась настолько неожиданно для обоих, что к предстоящей церемонии не успели даже купить кольца, и Армен надел на палец Татьяны венчальное колечко своей бабушки, доставшееся ему в наследство. В 1999 году Армен Борисович получил вид на жительство США по квоте для выдающихся деятелей искусства и начал жить на 2 дома. По нескольку месяцев в году, пребывая в своем особняке в Америке вместе с женой. Обстоятельства сложились таким образом, что Татьяна предпочла остаться на другом континенте навсегда, а Армен большую часть времени проводил в России. Последние 6 лет 40-летних отношений супруги практически не общались. В 2015 году Джигарханян объявил об официальном завершении второго брака. Татьяна осталась жить и работать в США, устроившись преподавателем русского языка в университет Далласа. У супругов не было общих детей, однако в свое время Армен Борисович усыновил сына Татьяны от первого брака Степана. В одном из интервью Армен рассказал, что последняя великая любовь актера – сиамский кот Фил, полное имя – Философ. К сожалению, в 2006 году он ушел из жизни. Последние годы питомец жил в Америке вместе с Татьяной, и каждый разговор Джигарханяна с женой начинался с фразы «А как там Фил?». Портрет любимца до сих пор висит у артиста в кабинете. В начале 2015 года всех поразила новость о романе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, музыкального руководителя Московского драматического театра. Многих шокировала значительная разница в возрасте.
девушка оказалась младше театрального мэтра на 47 лет. В феврале 2016 Армен и Виталина официально оформили свои отношения. Последние годы жизни и смерть. В последние годы здоровье Армена Борисовича было подорвано, в том числе из-за нервного расставания с Виталиной Цымбалюк. В октябре 2017 года актер сообщил, что разводится с молодой женой. Он публично назвал Виталину воровкой и заявил, что она покушалась на его жизнь, чтобы завладеть его наследством. Из-за этого Джигарханян, по его словам, попал на больничную койку, а после уволил Цымбалюк из своего театра и написал на нее заявление в полицию. Через несколько дней после его заявления в театр Джигарханяна пришли неизвестные люди, которые начали изымать бухгалтерскую документацию. То увозят, то возвращают Армена. Сотрудникам театра поступают угрозы, рассказала пресс-секретарь театра Наталья Корнеева. По ее словам, это было очень похоже на рейдерский захват. На следующий день в театр пришла полиция с обыском. Позже Джигарханян утверждал, что его не пускали на порог собственного театра. Виталина упивалась 5 минутами славы, поливая грязью бывшего супруга в СМИ и буквально прописавшись в эфире ток-шоу. В ответ Армен Борисович назвал ее воровкой, обвинив в краже 3 квартир. По документам, они были оформлены на Виталину, так что формально Армен Борисович остался без крыши над головой. Его приютили друзья. После развода Татьяна Власова снова начала общаться с Джигарханяном. От Виталины она была в ужасе. Оказалось, женщина звонила Татьяне и просила передать Джигарханяну: «Я желаю ему мучительной и долгой смерти». Власова намекнула, что простила блудного мужа, нагулялся, понял, что к чему, и хватит. Теперь будет знать. Армену Борисовичу повезло с такой преданной и мудрой женой. Но развод и полоскание честного имя актера на всю страну негативно сказались на его здоровье. В августе 2019 он был госпитализирован с сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью, а в ноябре артист попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за обострения пневмонии. 14 ноября 2020 года в 6 утра сердце 85-летнего актера остановилось. Друзья Джигарханяна рассказали журналистам, что в последнее время его хронические болезни обострились. Необратимые процессы, которые невозможно было остановить, поведал актер Артур Сагаманян. Как и завещал артист, его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочкой.